Наверное, вы знаете об эмуляторе консоли Nintendo 64 под названием Project 64, а также про самую известную версию этого эмулятора 1.6. Так вот, не используйте ее. Попытаюсь коротко объяснить. Эмуляторы — это по сути виртуальные машины, но для консолей, что по логике должно все происходящее в себе содержать только внутри себя и не подвергать опасности то, что за их рамками. Но в виртуальных машинах могут быть недочеты, которыми можно воспользоваться, чтобы обойти это и причинить вред вашей настоящей системе. И это именно то, что произошло с версиями Project 64 с 1.0 по 1.7. В них недавно нашли уязвимость, которая позволяет напрямую, за пределами эмулятора, запускать на вашем устройстве сторонний код. Как именно эта уязвимость работает, объясню в конце видео, а сейчас я скажу, что вам стоит сделать. Если вы пользуетесь Project 64 версии 1.7 и 1.6 и ниже, перестаньте ими пользоваться, если у вас, конечно, такая возможность есть. И если вам эмулятор нужен просто для игр, то начните использовать что-то из следующего. Новые версии Project 64. Все, что новее, чем 1.7, не имеет уязвимость. И я знаю, что в установщиках новых версий есть какая-то сомнительная херь, но это можно обойти, просто скачав эмулятор в архиве, не через установщик. Также там есть это тупое окно, но я оставлю видео в описании, где я рассказываю, как от него можно избавиться. Я бы вам посоветовал использовать версию 2.4, так как там очень легко обойти это окно. Переместить чит-коды из старых версий также очень легко, потому что эта версия использует тот же формат чит-кодов, что и в 1.6 и 1.7. А также эта версия поддерживает современные плагины, но и совместима со старыми, если они вам вдруг зачем-то нужны. Parallel Launcher. Тоже очень хороший вариант для игр. Также, если вы играете в ромхаке, то у этого эмулятора есть несколько полезных функций специально для ромхаков. Mupen 64. Для кого-то может быть сложноватым, но им тоже можно пользоваться. RetroArch. В этой программе содержится сразу куча эмуляторов различных консолей. Nintendo 64 не исключение. Если вы делаете машину по Super Mario 64, то у вас из опций есть либо новые версии Project 64, либо же Saturn. Если у вас почему-то нет возможности перейти на что-то другое, то хотя бы не скачивайте и не запускайте подозрительные ромы или ромхаки, которые вы нашли в интернете. В идеале лучше вообще ничего не скачивать. И да, именно в ромах может содержаться какой-то вирус, который использует уязвимость. Ну и также очевидно, вы можете рассказать другим об этой уязвимости и поделиться этим видео. Наверное, я вообще впервые прошу, что моим видео поделились, но это реально важно, нужно, чтобы как можно больше людей об этом узнали. А теперь на пальцах объясняю, как работает эта уязвимость. Базовая задача эмулятора — это переводить машинный код, используемый в консоли, в что-то такое, что может прочитать ваш компьютер. Машинный код состоит из множества инструкций, каждая из которых совершает какую-то мелкую задачу. Одна из таких инструкций — это store, которая сохраняет какое-то значение в какое-то место. Этот эксплойт нацелен на эту самую инструкцию. Ему удается сохранять информацию за задуманными рамками эмулируемой памяти консоли и перезаписывать код, который исполняется на вашем компьютере при использовании эмулятора. Когда Project 64 переводит инструкцию Store из N64 в Windows, одна из частей этого перевода состоит из того, чтобы перевести адрес, использующийся в N64, в соответствующий адрес в памяти в эмуляторе. К сожалению, в коде для перевода адреса разработчики оставили недочет. Оно использует эту функцию, чтобы быстро найти адрес, но только в диапазоне с вот этого адреса по вот этот адрес. И это значит, что любой адрес за рамками этого диапазона будет напрямую записан в просто память эмулятора, а не эмулируемую память, что позволяет вам сделать или модифицировать ROM, чтобы тот записывал код, который потом можно исполнить напрямую у вас на компьютере, без вот этого слоя безопасности от виртуальной машины. Итак, перед тем как закончу видео, нужно сказать несколько вещей. Это видео в каком-то плане банально русский перевод этого видео от Кейза и Мануара, особенно часть, где я объясняю работу эксплойта. Эту уязвимость нашел Aglab 2, надеюсь, правильно произношу ник. И в описании будет множество ссылок на различные эмуляторы, а также на видео от Кейза. И еще на оригинальное описание эксплойта от Aglab 2. На этом вроде все. Желаю вам всем удачи и пока.